Девочки, если вас в последнее время бесит вообще все, ну то есть буквально все, чайник, погода, муж, который просто дышит, возможно, это не вы стали такой стервой, это просто гормоны. Вчера наорали на кассира в пятерочке, а сегодня дома рыдаете над роликом про кота на ютубе. И знаете что? Мы не сошли с ума. Привет, я Наташа, и я долго думала, записывать это видео или нет, потому что как-то не принято говорить про менопаузу, про гормоны и вообще, в принципе, как жить вторую половину жизни. Ты просыпаешься в 3 ночи и смотришь в потолок, и об этом говорить не принято. Но потом я посмотрела на своих подруг, на коллег и поняла, да нас таких миллионы, и все молчат. Все думают, что только у них так, что после 40-45 лет тело начинает жить по каким-то новым правилам. Нам никто не выдал инструкцию. Просто бац, и ты проснулась в какой-то другой реальности, где все раздражает, сил нет, и непонятно вообще, что происходит. Вроде жизнь та же, квартира та же, чай тот же самый завариваешь, а бесит почему-то все и все сильнее и сильнее. Настроение скачет, сил меньше, энергии нет, и думаешь, либо мир сошел с ума, либо я. И вот тут самое главное понять, это не вы стали стервой, это не характер испортился, это гормоны меняют. Тайсон. Предменопауза, менопауза, климакс, как хотите называйте. Суть в том, что реально она существует. И начинается, к сожалению, у многих уже после 40. Вот об этом никто не говорит нормально. Климакс молодеет, это факт. Стресс, экология, ковид, который у многих вообще все перевернул. И сейчас эти симптомы начинаются в 40 лет, а у кого-то и в 38. Мы же думали, это только у бабушек климакс 60 лет, а нет, приехали. Ну и дальше начинается квест по принятию реальности. Ну вы же знаете эти 5 стадий принятия. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Так вот, с гормонами то же самое. Сначала ты думаешь, да ладно, все нормально, я просто устала, на работе напряг был, не выспалась, муж достал немного. Но это же временно. То есть ты как бы ищешь причину снаружи. Погода плохая, соседи шумят, начальник дурак. Что угодно, только не признавать, что это, ну вот, это то самое. Это была стадия 1. Стадия 2. Надо найти того, кто виноват. И тут, дорогие мужья, вам реально не позавидуешь. Потому что виноват, конечно, муж. В бессоннице виноват, в плохом настроении виноват, в том, что посуду не туда поставил, виноват. Дышит громко, тоже виноват. Я у себя это видела, я у подруг вижу. Муж вроде бы нормальный, начальник вроде человек хороший, ничего особенного не делает, но раздражает. Раздражает все. Просто встал не там и уже бесит. Это, кстати, очень опасная стадия, потому что люди реально разводятся в этот период. Думают, все, не мой человек, а через год понимают, что это были просто гормоны. Стадия 3. Может что-то поменять? Дальше начинается. А может в отпуск, может работу поменять, может вообще переехать куда-нибудь в деревню или к морю. Мужа в конце концов поменять. Или начну бегать по утрам, и все пройдет. То есть ты пытаешься найти какое-то внешнее решение, что-то поменять, и станет хорошо. Стадия 4, когда накрывает. И потом, вот эта черная полоса, когда кажется, что все плохо, ничего не помогает, энергии ноль, ничего не хочется, смотришь на себя в зеркало и думаешь, а это вообще кто? Стадия 5. Давайте разбираться. И вот когда наконец-то ты понимаешь, что что-то происходит, и тогда начинается нормальная жизнь. Ты начинаешь в этом разбираться. Потому что можно наконец-то что-то сделать. Но не просто страдать и искать виноватых, а реально разбираться в себе и помогать себе. А что конкретно происходит? Что происходит на практике? Я что-то прочувствовала прямо на себе и говорю от себя. Нервная система становится, очень чувствительная, как оголенный нерв. То есть раньше могла спокойно что-то выслушать, сейчас я сразу взрыв. Просыпаюсь в 3-4 часа ночи и все, лежу, смотрю в потолок. Это, кстати, кортизол так работает, я потом узнала.
Сухая кожа. У меня был любимый крем, который я лет 5 пользовалась, и работал он отлично. А сейчас смотрю, и как будто не тот эффект. Кожа изменилась. Еще появляется тахикардия. У меня было такое: сидишь, никуда не бежишь, а сердце неожиданно начинает биться. Усталость какая-то странная. То есть ты спала, вроде выспалась, а встаешь разбитая. И самое обидное: идешь к врачу, сдаешь анализы, а тебе говорят: все в норме, согласно вашего возраста. И ты сидишь и думаешь: как все в норме? У меня вот так вот, а вы говорите в норме. Но врачам не хватает времени разбираться, или знаний, или не знаю. Многие еще отправляют к психологу, не объясняя зачем. Но сейчас-то я уже понимаю. Факт в том, что многие остаются один на один со всей этой ситуацией. Так вот, сейчас я скажу самое главное, что я поняла за это время. Если у вас ощущение, что в жизни началась черная полоса, все бесит, ничего не радует, спите плохо, настроение скачет, энергии нет, прежде чем разводиться с мужем, увольняться с работы и переезжать куда-нибудь в Таиланд, хотя переезд в Таиланд — это, наверное, хорошо, сходите и сдайте гормоны. Обычные женские гормоны. ФСГ, эстрадиол, прогестерон. Это делается в любой лаборатории или в обычной поликлинике. И это дает ответ на очень многие вопросы. В своем телеграм-канале я оставлю информацию, где по Москве можно сдать анализы с 50% скидкой. Очень удобно. Результаты получаю на следующий день на электронную почту. И я сдала анализы. И у меня многое встало на место. И я поняла, это не я схожу с ума. Это просто гормоны так решили. И я приняла это и буду жить в этом состоянии. Но буду сохранять хорошее качество жизни. Я не врач, я просто женщина, которая с этим столкнулась и начала разбираться. Потому что вариантов два. Либо сидеть и страдать, и стареть, либо что-то делать. И я точно знаю, чего я хочу. Я хочу прожить эту вторую половину жизни не унылой теткой, которая всем говорит: отстаньте от меня, а нормальной, живой женщиной, с энергией, с интересом к жизни. Ну и красивой, конечно. Кот подтверждает. Тайсон, отстань. Поэтому на этом канале в YouTube и в Telegram я буду рассказывать, что я пробую сама, что помогло, что не помогло, какие анализы я сдаю и зачем, какой магний я нашла, от которого реально стало лучше спать. Это вообще отдельная история. Как я подбираю косметику. Вот через искусственный интеллект, представляете? Там такие штуки можно делать сейчас. А как покупаю американские кремы со скидкой, потому что у нас в России многие хорошие марки стали нереально дорогие или вообще пропали. Буду говорить честно про деньги и про деньги в том числе, потому что я не могу себе позволить какие-то там косметические процедуры за 100 тысяч, и думаю, многие из вас тоже. Но это не значит, что нельзя ничего сделать. Можно, и я ищу эти рабочие варианты. Потому что нас таких много, очень много. И это хорошо, что мы теперь говорим об этом вслух, а не молчим. Да, я думаю, кто не смотрел мои предыдущие ролики, мне 50. Да, кстати, в своем телеграм-канале я еще сделаю чек-лист, какие анализы необходимо сдать в 45+. Не все подряд за 50 тысяч, а те, которые покажут реальную картину вашего состояния. Да, и ссылку на лабораторию, где с 50% ссылкой, я оставлю в телеграм-канале, я не помню сказать. В следующем ролике я расскажу про инсулинорезистентность. Вот это вообще отдельная песня. Как я поняла, что у меня она, скорее всего, есть, и как с этим теперь надо жить. Завтра иду сдавать анализы, и все станет ясно. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Я обо всем потом расскажу. И, девочки, помните, мы не сошли, и главное, мы не сошли с ума. Мы просто находимся в той стадии, когда наши гормоны меняются. И у нас все получится, мы сможем, победить, наверное, вряд ли старость сможем, но хотя бы ее замедлить, это точно. Очередная посылочка. И это нашумевшие Nike Mint, то есть умные башмаки. На самом деле, не знаю, выглядит прикольно. Коробочку, конечно, мне всю помяли, пока она все-таки ехала с Америки.
Так, 8 размер. Но на самом деле как бы там надо смотреть. Они пишут, что они все маломерят. Смысл в чем? На самом деле ты когда ходишь, я их взяла домой. Ой, взяла домой, как тапочки носить. Вот. И здесь они влияют на, как сказать, господи, точки на ногах. Вот. И ты когда ходишь, у тебя каждая точка задействована. Вот. На самом деле должно быть прикольно. Ну, не знаю, насколько удобно. Выглядят, конечно, они какими-то не очень. Ну да, чувствуется. Выглядят они, конечно, какими-то большими гамашами. Не знаю, какие-то такие. Какие-то не очень эстетично. Но такие башмаки. На самом деле я попробую. Цвет у них не чисто белый, цвет у них какой-то такой сероватый. Качество хорошее, единственное, что они какие-то такие, они не сильно прям мягкие. Вот, то есть они форму держат. Насколько будет удобно ходить, но говорят, тяжеловато в первое время. Вот такие штуки. Пылесос приехал. На самом деле, я даже не знаю. Они вот так запаковали, то ли привезли, непонятно. Сейчас распакую. Так. Получается, что его кверх ногами привезли, что ли. Ну, такая, в принципе, коробочка добротная. Сейчас переверну. Еще одна коробочка, как матрешка. Такой красавец будет сейчас убирать.